Представьте себе таинственное и загадочное царство подводного мира, где процветают невероятные создания морские звезды. Они словно живые драгоценности. Их красота завораживает, а их способности поражают воображение. Всем привет и добро пожаловать в захватывающее путешествие в мир таинственных морских глубин. Волшебство подводного мира скрыто в его наиболее загадочных обитателях – морских звездах. Они обладают невероятным разнообразием и уникальностью, создавая одно из самых многочисленных сообществ в природе. Эти потрясающие создания насчитывают около 1500 видов, сгруппированы в 7 отрядов и являются ключевыми участниками морской экосистемы. Морские звезды, подобно другим иглокожим, играют важную роль в жизни морских обитателей, контролируя численность различных видов и влияя на всю экосистему. Их появление относится к древним временам. Предполагается, что они появились в ордовикском периоде и претерпели существенные трансформации в позднем Девоне и поздней Перми. Представьте, размеры этих удивительных созданий могут варьироваться от всего лишь 2 сантиметров до гигантских морских звезд в диаметре до метра и более. Большинство обычно держится в рамках 20 сантиметров. Помимо множества интересных фактов о морских звездах, которые определяют их выживание, это баланс электролитов в воде. Да, вы не ожидали, но их жизнь зависит от содержания солей в окружающей среде. Интересно, что из-за этой особенности они не могут проживать в пресной воде. Это делает их завораживающими созданиями, полностью приспособленными к соленой среде морей и океанов. Морские звезды имеют центральный диск, от которого выходят лучи. Нередко разной длины, их движение необычно. Некоторые лучи подчеркивают переднюю часть звезды, создавая таинственное впечатление. Внутренняя структура их скелета построена на основе извести. Знали ли вы, что обычно у морских звезд по 5 лучей? Но бывают разновидности с 7 или даже 15 лучами. Например, звезда, обитающая в Антарктике, может иметь 50 лучей и более. И еще интересный факт. Многие из них способны восстанавливать потерянные части своего тела, включая лучи. А как устроена их водно-сосудистая система? Она начинается с мадрепоровой пластинки в центре тела звезды и ветвится по каналам, распределенным по лучам. Там есть кольцевые и радиальные каналы. Их число зависит от количества лучей. Все эти каналы играют роль в регуляции водно-сосудистой системы. Интересно, что личинки этих звезд имеют двухстороннюю симметрию, а взрослые особи – радиальную. Морские звезды – это жители Атлантического, Индийского, Тихого, Северно-Ледовитого и Южного океанов. Они завораживают не только океанические просторы, но и глубины морей, где они с легкостью покоряют дно, передвигаясь на своих ножках с присосками. Эти красавцы чаще всего обитают в тропических коралловых рифах, среди приливных акваторий в грязи, песке и между бурыми водорослями. Им нравятся скалистые берега и даже удивительные глубины, достигающие неимоверных 6000 метров. Однако помимо своей изумительной красоты, морские звезды могут причинить серьезный ущерб коралловым рифам и некоторым видам устриц. Морские звезды – загадочные хищники глубин, завоевавшие репутацию изысканных охотников. Они не просто пожирают органические останки, они восхищают своим утонченным подходом к охоте. Подобно виртуозным охотникам, они выжидают и атакуют свои жертвы, оставляя за собой великолепную картину смертельной танцевальной симфонии. В их меню входят разнообразные блюда, от брюхоногих до микроводорослей, от двухстворчатых моллюсков до усоногих созданий. Они мастера в использовании педицеллярий для захвата своих жертв, предпочитая удивлять своей изысканной охотой. И все же в этом суровом мире они проявляют заботу и внимание. Удивительно, но морские звезды демонстрируют заботу о молодых моллюсках, не торопясь пожирать их до тех пор, пока те не достигнут определенной силы и величины. Но разве можно недооценивать их утонченность? Розовые морские звезды, обитающие у западного побережья Америки, владеют уникальной техникой, специальными трубочками, которые помогают им зарываться в мягкий грунт в поисках добычи. И когда они находят свою цель, они демонстрируют исключительную технику охоты, раскрывая раковину медленно и умело, оставляя добычу беззащитной перед своим вывернутым желудком. Морские звезды применяют внутреннее пищеварение. Они выталкивают свой желудок на добычу
и расщепляют ее внутри, а затем всасывают питательные вещества. От умело захваченной добычи пища перемещается через ротовую полость прямо в средний желудок, где начинается процесс переваривания. Каждый из их лучей оборудован железами, выделяющими пищеварительные ферменты, направляющиеся в желудок через специальные каналы. Анус тут же следует за кишечником, завершая этот интересный процесс пищеварения. Морские звезды – настоящие эксперты в передвижении без мышц, используя систему жидкостных сосудов. Они, словно морские акробаты, управляются давлением воды внутри своих тел. Трубчатые ножки этого звездного обитателя двигаются, наполняясь водой через специальные каналы, а их концы оборудованы присосками, прикрепляющимися к различным поверхностям. Некоторые из них, предпочитающие мягкий грунт, обладают заостренными ножками без присосок. Удивительно, но у этой звезды есть целая нервная система, которая помогает ей оценивать окружающее пространство. Ее тело усеяно сенсорными клетками, способными воспринимать свет, чувствовать прикосновения, улавливать химические вещества и даже определять направление потоков воды. Основное скопление этих клеток сосредоточено в трубчатых ножках и вдоль животного канала. Если наблюдать за морскими звездами в воде, они выглядят просто великолепно. Но если они выберутся из воды, теряют свою яркость. Они превращаются в безжизненные скелеты серого цвета. Эти удивительные существа способны на удивительные метаморфозы, меняя свои оттенки в зависимости от окружающей среды. Это как будто у них свой собственный гардероб, где они подбирают цвета, чтобы быть невидимками, перед хищниками или наоборот, чтобы выделиться в поисках партнера. Иногда они становятся светлее или темнее, как настоящее настроение. У этих удивительных созданий при воздействии яркого света или его отсутствия. Но не только окружающая среда влияет на их внешний вид. Морские звезды могут менять свой цвет под воздействием стресса или даже болезни, словно выражая свое самочувствие разноцветными переливами. Это как будто у них свой язык цвета, через который они общаются с окружающим миром. Люди часто извлекают морских звезд из воды, чтобы лучше рассмотреть или сделать фотографии. Но это может стать причиной стресса и гибели для этих существ. Извлечение морской звезды из воды может вызвать серьезные последствия. Да, морская звезда может погибнуть, если ее извлечь из воды. Многие виды зависят от морской воды для поддержания своей формы, обмена веществ и дыхания. При выносе их из воды они теряют доступ к воде, что может привести к их деформации, обезвоживанию и в конечном итоге к смерти из-за нарушения нормальных физиологических процессов. Важно сохранять морскую живность в ее естественной среде, чтобы обеспечить ее выживание. Морские звезды воплощают разнообразные способы размножения, включая как половое, так и бесполое размножение. Различий между самцами и самками этих существ практически нет. При половом размножении они могут выпускать яйца или сперму в воду. Оплодотворенные яйца превращаются в типичные личинки, которые позднее оседают на дне морей и океанов. Бесполое размножение – это способность морских звезд регенерировать потерянные части своего тела. Морские звезды принадлежат группе дейтеростомных существ. Оплодотворенные яйца превращаются в планктонные личинки, обладающие двухсторонней симметрией и состоящие из трех парных целиом. Далее, эти симметричные личинки, благодаря сложным метаморфозам, становятся взрослыми особями. Личинки оседают рядом с взрослыми морскими звездами благодаря выделению специальных феромонов. Затем начинается период, когда они остаются на одном месте, после чего медленно превращаются в зрелых звезд. В результате полового размножения появляются как самки, так и самцы, хотя большинство морских звезд являются гермафродитами. Морские звезды представляют уникальные методы защиты, особенно на стадии безжизненных личинок, которые способны защищаться с помощью специального вещества в их теле, создавающего неприятный вкус. Некоторые гребешковые морские звезды используют ядовитые токсины и специальную слизь для обороны. Однако они подвержены охоте со стороны различных хищников, таких как тритоны, морские анемоны, крабы, чайки, рыбы, а также другие морские звезды. Многие из них обладают защитным механизмом, включая твердые пластины и шипы, напоминающие доспехи. Острые шипы, сильные токсины и яркий окрас тела как предупреждение. Также высокие температуры окружающей среды оказывают негативное воздействие на морских звезд. Морские звезды, чтобы остудить тело, способны впитывать морскую воду, что снижает их температуру.
Они также могут поглощать тепло своих лучей, чтобы защитить внутренние органы от перегрева. Вот и пришло время прощаться. Это было невероятное путешествие в мир морских звезд. Спасибо за ваше внимание и интерес к этому удивительному уголку нашей планеты. Не забывайте ставить лайки, делиться видео и подписываться на канал. Берегите природу и до новых встреч!